go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре поговорим сразу о двух бюджетных динамических новинках от компании Tripavin стоимостью $20 и Tin Hi-Fi стоимостью $29. И приходят наушники Tripavin в очень маленькой по габаритам коробке с довольно стильным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно Ruta 10, и присутствует логотип компании. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с жидкокристаллической полимерной диафрагмой. Ну а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Но вот Tin Hi-Fi приходят в чуть большей коробке и с более минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, логотип компании и указано название этой модели C1. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм с композитной диафрагмой DLC, которую обычно ставят уже в более дорогие наушники, что, согласитесь, довольно интересно. И вот теперь-то, я думаю, вы понимаете, почему я вообще решил сравнить эти наушники вместе. Ну а чувствительность этих наушников составляет 106 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку обе пары наушников примерно одинаковы. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно и начнем, пожалуй, с Tripavin. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Набор силиконовых амбушюр. Ну и сертификат качества. Наушники очень небольшие, выполнены из цинкового сплава в черной расцветке, а также они еще доступны в серебристой. Ну и на лицевой части здесь у них имеется логотип компании Tripavin, а тут уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля. И рядом указана маркировка канала, а здесь уже находится единственное отверстие для компенсации, которое со своей задачей справляется довольно неплохо. И эффекта вакуума и драйвер флекса у этих наушников нету. Ну а внутренняя часть у наушников, включая звуковод, выполнена из алюминиевого сплава с анодированием, что смотрится довольно неплохо. Единственное, жаль, что звуковод у этих наушников получился очень коротким, и он имеет диаметр 5 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. Ну а сидят Tripavin Ruta 10 в моих ушах вроде и неплохо, но конечно не так идеально, как мне бы все же хотелось, так как по сути держаться в ушах они будут только за счет амбушюр, поскольку звуковод у них довольно короткий. У меня даже есть небольшое ощущение, что будто наушник просто болтается в ухе и ему немного не хватает прижима, поэтому вот будь у них звуковод чуть подлиннее, то было бы реально намного лучше. Но наверное, если у вас небольшие уши, то все будет в вашем случае в порядке. Но в комплекте с наушниками Tin Hi-Fi C1 мы получаем наушники, кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек, набор силиконовых амбушюр, гарантийная карточка. Лицевая панель наушников Tin Hi-Fi C1 выполнена из авиационного алюминия, где имеется надпись Tin Hi-Fi, а тут уже располагается стандартный разъем 2 пин QDC для подключения кабеля, а внутренняя часть этих наушников выполнена из прозрачной смолы и можно увидеть тот самый динамический драйвер, а также маркировку канала и целых 2 отверстия для компенсации. Ну а звуковод у них более оптимальный по длине, имеет диаметр 5 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. А вот Tin Hi-Fi C1 сидят в моих ушах намного лучше, так как у них более комфортная и глубокая посадка и с лучшим прилеганием. Да, они, конечно, будут чуть покрупнее, но их анатомическая форма лично мне подходит больше, так как она намного привычнее, да и за счет этого звукоизоляция у них получается немного получше. Ну а приобрести наушники Tin Hi-Fi C1 и Tripavin Ruta 10 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Причем обратите
обратите внимание, что сейчас эти наушники на AliExpress идут по скидке, поэтому покупаем и наслаждаемся довольно хорошими бюджетками. Ну а все ссылки на покупку, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники TIN Hi-Fi C1 и TriPavin Ruta 10. И вот так выглядят и графики частотные характеристики. И в случае с TIN Hi-Fi C1 мы имеем усиление низких частот на 11 дБ с небольшим акцентом на Sabas. А вот у TriPavin Ruta 10 мы имеем уже усиление на 10 дБ, прям ровно по моему таргету. А далее в обоих случаях следует абсолютно одинаковый плавный переход к области нижней середины. А вот в области верхней середины наушники TIN Hi-Fi звучат чуть более энергично, тогда как TriPavin имеет более нейтральную подачу этого диапазона. Да и на высоких частотах здесь тоже у них есть небольшие различия. Если TIN Hi-Fi звучат более сдержанно и с небольшой притемненностью, то у TriPavin мы имеем уже более прозрачный и воздушный характер за счет более продолжительных высоких частот, которые нам еще здесь слегка подчеркнули на самом краю этого диапазона, придав им нотку светлости. В общем и в целом тюнинг у обоих этих моделей максимально понятный и самое главное грамотный, что в этом бюджете очень радует. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Ну и начнем с того, что TIN Hi-Fi C1 встречает нас с низкими частотами, которые сразу создают впечатление глубины и насыщенности. И главная особенность этого баса в том, что он не просто массивный, а именно уютный и обволакивающий. Sabas в этих наушниках уходит достаточно глубоко, и на треках с акцентом на нижние регистры тут чувствуется тот самый фундаментальный гул, который как бы приятно вибрирует, но не лезет вам в уши избыточно и агрессивно, как уже в более басхедных моделях. А вот мид-бас здесь подчеркнуто округлый. Удары не бьют, так скажем, вам резко по перепонкам, а скорее приятно отскакивают и плавно рассеиваются. И вот это мягкое затухание создает впечатление некоторой аналоговой теплоты, так как атака у этих наушников будет все же немного сглажена, поэтому звук у них не колкий и не сухой, а вместо этого он словно окутывает и слегка массирует ваши уши, особенно если слушать что-то уже изначально басовитое, вроде современного хип-хопа или, например, техно. Ну а вот у TriPavin Ruta 10 подход прям реально противоположный. И здесь низкие частоты строятся вокруг чистоты, артикуляции и подчеркнутого контроля. И сразу слышно, что Sabas тут хоть и не такой массивный по объему, но зато, ребята, он прям отлично очерчен в этих наушниках. И у него нет ощущения какой-то размытости или гудения. Его глубина подается более аккуратно и с хорошей прорисовкой границ, что позволяет вам уже более тщательно услышать вибрацию басовых партий буквально по слоям и без налета какой-либо мутности, так как текстурность у этой модели ну прям реально хороша. Ну а мидбас в этих наушниках это можно уже сказать, что настоящая находка для любителей панча. Атака быстрая, удар ощущается более упругим и даже чуть острее по сравнению с C1, и здесь нету вот такого мягкого затяжного сглаживания, как в случае с TIN Hi-Fi, поэтому каждый басовый начальный импульс выделяется здесь более явно, что дает музыке дополнительную динамику и четкость, и уже особенно хорошо слышно это на живых барабанах или каких-то ритмичных электронных треках, где бас не просто давит на вас, а буквально рисует всю структуру ритма. В общем, TIN Hi-Fi C1 дают нам такой более глубокий, мягкий и слегка смягченный на атаке бас, который больше про телесность и атмосферу и отлично подойдет тем, кто ценит расслабленную и более уютную в какой-то степени, да, подачу. А вот TriPavin Ruta 10 подают нам бас с акцентом на прозрачность и драйв и аудиофильское превосходство, так как он чище по подаче, быстрее на атаке и богаче по текстуре. И его контроль дает хорошую уверенность, что даже сложные треки с множеством басовых партий не превратятся в кашу. Ну а средние частоты у TIN Hi-Fi C1 сразу цепляют своей насыщенностью и плотным телом. И отмечу, что они звучат чуть энергичнее, чем обычно ожидаешь от наушников с таким мягким басом. И есть даже ощущение, что они словно добавляют некоторого напора и драйва. Поэтому здесь точно нет ощущения какой-то сухости или скучной мониторности в подаче этих наушников. Наоборот, середина в этих наушниках довольно плавная, но при этом она не вялая. Она не расплывается и хорошо чувствуется ее упругая основа, на которой вокал, гитары и живые инструменты будто выходят даже вперед по построению звуковой сцене. И очень как бы аккуратно уже обволакивают слушателя со всех сторон. И особенно мне понравилось, как эта середина была хорошо сбалансирована с низами. То есть бас тут не давит на нее, а скорее подчеркивает необходимый объем, за счет чего на вокале слышна легкая, теплая добавленная краска. Голоса звучат чуть мясистее,
полновеснее, что добавляет даже уже больше эмоциональности и жизни в композицию. А вот Триповин Рута 10 идут уже другим путем. Середина здесь скорее про честность и прозрачность, и тут сразу слышна более нейтральная и открытая подача. Инструменты не утяжеляются каким-то лишним телом и теплотой, зато приобретают воздух, свободу и легкость. Причем и переходные процессы у этих наушников заметно быстрее. И, например, атака у гитарных струн или перкуссии отрабатывается более живо и с большей четкостью, что особенно слышно на сложных треках с насыщенным миксом, где инструменты не сваливаются в одну кучу, а каждый уже занимает свое место в более глубоком пространстве. И при этом середина у Рута 10 не ощущается тонкой или излишне холодной, она остается детализированной и прозрачной, без окрашивания, но и без дополнительного утяжеления. Вокал в этих наушниках звучит ближе к натуральному, больше дышит, особенно если сравнивать с такой более насыщенной теплой серединой, как у C1. И эта легкость середины в этих наушниках подчеркивает вот эту общую воздушность звуковой сцены, благодаря чему треки уже звучат и шире, и глубже. И в связке с чистым басом это создает общее ощущение большей структурности и поистине великолепного разделения инструментов, что для этой ценовой категории, ребята, ну это просто какое-то безумие. И в итоге Tin Hi-Fi C1 дарят нам более телесную, плотную и более энергичную середину. Вокалы и инструменты звучат в этих наушниках насыщенно, обволакивающе и с приятной плавностью и теплым окрасом. А вот Триповин Рута 10 играет более нейтрально и открыто. Середина чище, прозрачнее и быстрее в переходных процессах, за счет чего весь микс и ощущается и легче, и свободнее, и даже взрослее. Ну а верхний диапазон у Tin Hi-Fi C1 продолжает общую идею их звучания: максимум комфорта и никакой излишней резкости. И здесь высокие частоты подаются довольно сдержанно, нету каких-то ярких всплесков или колкости, которые могут утомить при длительном прослушивании. Они даже слегка смягчены и местами кажутся чуть притемненными, особенно если сравнивать эти наушники с более прозрачными и воздушными моделями. И такой подход делает подачу этих наушников максимально уютной. Сибилянты не выпрыгивают наружу, тарелки и верхние обертона звучат более округло, без резкости и металлического окраса. И как по мне, ребята, это отличный вариант для тех, кто как раз таки чувствителен к ярким верхам, так как эти наушники можно слушать реально очень долго и не напрягаясь. Но, конечно, вот за эту мягкость приходится немного заплатить детализацией и техничностью, поскольку мелкие нюансы на самом верху диапазона читаются в этих наушниках уже не так более явно подчеркнуто, но зато общее впечатление по этой модели целостное и гладкое. А вот подача высоких частот в Триповин Рута 10 можно сказать, что полная противоположность. И здесь сразу слышно, что верх открыт шире и играет гораздо более акцентированно. И здесь есть тот самый приятный воздух, который буквально вплетается между инструментами и дает пространству дышать. Благодаря этому звук воспринимается в этих наушниках чище, детальнее и более многослойно, и вам легче услышать какие-то микронюансы, там вроде легких послезвучий тарелок и тонких ревербераций на фоне. Но при этом я отмечу, что верх у Рута 10 не переходит грань в излишнюю резкость. Он просто чуть светлее и чуть искристее по характеру, чем у C1, но также не утомляет слух. И правильный баланс здесь, как по мне, выдержан аккуратно. И такая подача особенно будет хороша для жанров, где важно подчеркнуть атмосферу и пространство. Акустика, джаз или классика звучат живее, а инструменты уже не теряют друг за другом. И в итоге Tin Hi-Fi C1 имеет более мягкий, теплый, округлый и чуть притемненный верх, который слегка скрадывает какие-то лишние острые углы и дает общее ощущение спокойствия. А вот Триповин Рута 10 имеют воздушный и детализированный верх, где куда больше микронюансов и воздуха вокруг инструментов, и в целом звук кажется чище, светлее и техничнее. Да и за счет этого сцена раскрывается явно шире. Но вот звуковая сцена у Tin Hi-Fi C1 полностью соответствует их общему мягкому характеру. Она не поражает вас каким-то безумным масштабом или гигантской шириной. Напротив, пространство здесь построено более камерно и интимно. В ширину сцена не расползается слишком далеко, инструменты и вокал располагаются ближе к слушателю, создавая ощущение того, что музыка звучит будто рядом, почти как бы обволакивает тебя своим теплом. И при этом есть в этих наушниках приятная глубина, за счет чего планы не сжимаются как-то в одну линию, и звук как бы распределен уже более послойно, ну а басовые партии уютно звучат на заднем фоне. А вот середина
середина и вокал выходят уже чуть вперед, но сглаженный верх аккуратно как бы дорисовывает общую атмосферу. И такой характер сцены идеально подходит для тех, кто любит ощущение личного и лампового пространства, будто слушаешь любимую музыку в мягком кресле под пледом. Но в Триповин Ruta 10 звуковая сцена определенно иная, и здесь сразу чувствуется куда больше воздуха и свободы. И это как раз таки, ребята, результат более прозрачных низких и средних частот и куда более открытого верха. И в ширину сцена в этих наушниках ощутимо так расширяется. Инструменты не так сильно сбиваются в центр, как у C1, и каждый звук получает свое пространство. Поэтому звучание в этих наушниках буквально дышит, благодаря чему сложные аранжировки с множеством инструментов здесь не превращаются в кашу, а наоборот, каждый план аккуратно как бы отделен от других. Да и в глубину Ruta 10 тоже хороши. Слышно, как треки выстраиваются на разных уровнях, вокал может звучать уже чуть ближе, а ударные и перкуссия чуть глубже, но атмосферные реверберации создают уже заднее пространство. И все это создает для нас лучшее и куда более правильно вот это ощущение трехмерности. Конечно, не на уровне гибридов за $500, но тем не менее, для вот этой стоимости, ребята, это просто супер. И вот такой подход особенно понравится вам, если вы любите какую-то более сложную инструментальную музыку или какие-то живые записи, где как раз таки важна естественность и реальное ощущение пространства. В общем, Teen Hi-Fi C1 имеют уютную, не слишком широкую, но приятную по глубине звуковую сцену, которая подкупает вас комфортом и некоторой интимностью и создает некоторый эффект домашнего зала, а вот Триповин Ruta 10 обладает более открытой и масштабной звуковой сценой, в которой реально много воздуха, лучшее разделение планов и общее чувство прозрачности и свободы звучания. Ну а вывод у меня получился таков: Teen Hi-Fi C1 и Триповин Ruta 10 это отличные динамические наушники в своей ценовой категории, и каждая модель обладает своим особенным характером. Teen Hi-Fi C1 хорошо подойдут тем, кто хочет получить глубокий, массивный, но мягкий бас, плотную энергичную середину с легкой теплотой и комфортный верх, который не утомляет. А вот Триповин Ruta 10 это выбор для тех, кому важна максимальная чистота и прозрачность. Бас у них быстрее, текстурнее, середина нейтральнее и воздушнее, а верх более светлый и наполненный микронюансами. Сцена шире, планы четче отделены, а общее звучание кажется более свободным и свежим. В общем, как по мне, обе модели по-своему хороши, просто каждый найдет в них на свой вкус что-то свое. Кому теплее и плотнее, а кому уже чище и прозрачнее. Тут уж, друзья, выбор за вами. Я вам все рассказал вот как есть. Но ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был ICGenius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.